уверены, что ваше чистое питание не лицемерие? Земля, на которой растет ваш салат, пропитана смертью. И сегодня я докажу вам, что просветление не в тарелке, а в голове. Меня очень часто спрашивают, как я достиг мудрости, какие аскезы соблюдаю, какую диету выбрал для просветления. Боюсь, я вас разочарую. Никаких аскез, никаких чистых диет, никакого веганского фанатизма. Потому что просветление не в том, что ты ешь, а в том, что ты понимаешь. Сегодня я расскажу вам грязную правду о чистом питании, о теле, о душе, и почему все эти духовные диеты чаще всего просто красивая ложь для тех, кто боится взглянуть правде в глаза. С вами Ашраэлин. Вы на канале, где простым языком раскрываются тайны нашего сознания и мироздания, чтобы лучше познать себя и свою роль в этом мире. Вся жизнь на Земле — это бесконечный круговорот превращений. Планета начиналась как голый камень, но постепенно стала тем, что мы видим сейчас, с почвой, лесами, океанами. И все это благодаря жизни и смерти бесчисленных существ. Плодородная почва — это перегнившие растения, останки животных, микроорганизмы, которые веками разлагались и смешивались с минералами. Чернозем, например, это результат тысяч лет жизни и смерти степных трав, корней, насекомых, бактерий. Все, что когда-то росло и двигалось, стало частью земли, в которой теперь растет новое. Нефть — это, по сути, концентрированная древность. Она образовалась из остатков водорослей, планктона и других организмов, которые миллионы лет назад накапливались на дне морей, разлагались без доступа кислорода и под давлением превращались в ту густую черную массу. Уголь — это не просто камень. Это древние леса, превращенные временем в топливо. Богатая лесная растительность, хвощи, деревья, они падали, покрывались слоями земли, гнили без воздуха и за миллионы лет стали черными пластами. Мы сжигаем не просто уголь, мы сжигаем окаменевшие остатки целых эпох. Известняк, мел, мрамор — это не просто камни. Это скелеты. Целые горы сложены из раковин, кораллов, панцирей крошечных морских существ. Мир был покрыт телами, и теперь мы строим дома из их праха. А теперь представь, что ты пишешь мелом на доске. Каждая белая линия — это миллионы крошечных существ, что когда-то плавали в древнем океане. Их скелеты за миллионы лет превратились в мягкий белый порошок. Эти буквы на доске — последний след существ, которые жили, когда континенты еще не разделились, когда по земле ходили динозавры, а человечество не существовало. И теперь их останки в твоих пальцах. Они осыпаются белой пылью, когда вы стираете написанное, и хрустят на зубах, если случайно попробуете на вкус мезозойскую эру. Привычный нам мел — это жизнь, ставшая школьным инструментом. Плодородная земля — это не просто грязь. Это перегной, листья, трава, трупы животных, кости, навоз. Без гниения не было бы хлеба. Каждый урожай растет на том, что когда-то жило. Воск, жир, мед — это застывшая жизнь. Свечи когда-то лили из животного сала, значит, пламя свечи питалось плотью. Воск — это труд пчел, их тела. Даже аромат меда в храме — их плач. Одежда — это чужая кожа. Шерсть, мех, кожаные сапоги — все это когда-то было на живом существе. Люди тысячи лет носили на себе смерть, чтобы выжить. До сих пор мы ходим в шерсти и не знаем имени того, кто согрел нас своей смертью. Книги — это мертвые деревья, ставшие мыслями. Бумага — перетертая древесина. Чернила, сажа, пепел, сожженная органика. Знания записаны на плоти мира. Мы учимся у мертвого, чтобы помнить живое. Соль — это высохшее море. В каждой крупинке след древнего океана, в котором плавали рыбы, росли кораллы, жили миллионы существ. Теперь это просто белые кристаллы, но они помнят воду. Даже воздух, которым мы дышим, когда-то прошел через легкие других существ. Кислород – продукт фотосинтеза растений, а углекислый газ – результат дыхания животных. Все связано. Так и человек.
умирает, чтобы стать почвой, пеплом, светом, словом. Мы ходим по слоям прошлой жизни, едим то, что выросло на перегное, носим чью-то шкуру, строим дома из окаменевших существ и сами однажды станем частью этого цикла. Земля — это огромный организм, который сам себя создает. Все, что есть на Земле, когда-то было кем-то, и когда-нибудь снова станет чем-то другим. И теперь внимание. Абсолютно все, что ты ешь, когда-то было живым. Даже если ты избегаешь мяса, твое тело все равно питается смертью, ведь ты ешь то, что когда-то росло, цвело, боролось за жизнь. Мы думаем, что, отказавшись от мяса, становимся выше, добрее, дальше от смерти. Но смерть везде. Она в почве, в воздухе, в воде. Она в каждом нашем вдохе. Но почему-то все равно делим пищу на грешную и святую. Почему рыба — это страдание, а рис, выращенный на удобрениях из костей животных, этично? Почему корова — это убийство, а пшеничное поле, под которое вырубили лес и потравили тысячи полевок, нет? Ведь миллиарды насекомых, грызунов, мелких животных гибнут ради урожая. Если считать каждую жизнь, то веганская еда такая же кровавая, просто смерть менее очевидна. Морковь, которую ты выдергиваешь, впитывает силу из когда-то живой плоти, ведь плодородие земли рождается из разложения тел, из гниения трав, падали, костей и праха. Не забывай, жизнь происходит не из света, а из тьмы. Салат, который ты рвешь руками, еще дышит, когда падает в тарелку. Орех — это зародыш будущего дерева. Зерно — это зачаток будущей пшеницы. Разница лишь в том, что растения не кричат, когда их срывают, но это не значит, что их жизнь ничего не стоит. Сама земля не вегетарианка. Она перерабатывает все — и траву, и животную плоть, и человеческую — без разбора. Отказавшись от мяса, ты не избежишь жертвы. Ты просто сменишь ее форму. А теперь послушай внимательно. В соответствии с идеей единой цепи развития сознания, проходящего через все формы бытия, всякое вмешательство в природу становится убийством потенциального будущего человека. Ведь камень — это спящее сознание, которое через миллионы лет станет растением. Растение — это дух в развитии, который переродится в животное. А животное, в свою очередь, это почти человек, идущий к разуму. Значит, любое действие сравнимо с убийством. Получается, что само существование становится преступлением, потому что все в этом мире, в той или иной форме, является переработанной жизнью, и полностью избежать потребления чего-то, что когда-то было живым, невозможно. Тот, кто говорит «я никого не убиваю, я вегетарианец», либо не смотрит глубже, либо слишком хочет казаться светлым. Веганство, как индустрия, давно стало товаром, обернутым в миф о чистоте и святости. Более того, оно превратилось в новую религию лицемеров 21 века. Посмотри на рынок, где стоят улыбчивые коробки с надписью «Vegan Friendly», где на упаковке нарисован хиппи с блаженной мордой, и ты будто становишься немного святым, если купишь себе салат без яиц. Удобно. Ты теперь не участвуешь в убийствах. Ты теперь чистый. Только вот нет. Многие веганские продукты, искусственное мясо, суперфуды – это дорогие маркетинговые проекты, которые продают не столько еду, сколько чувство морального превосходства. Вегетарианство – это бизнес на стремлении избежать ответственности, вместо осознания, что жизнь питается жизнью. Всегда. Да, ты можешь выбирать, кого ты ешь, какое воздействие на мир для тебя более приемлемо, мясоедение, как прямое использование животных, или вегетарианство, как косвенное. Ты можешь выбирать, с каким отношением ты принимаешь пищу. Но ты не можешь стать чистым, избегая мяса, и при этом не видеть, что твой салат тоже живое существо, пожертвованное ради тебя. Но может дело не в том, что мы едим. Мясоедение не делает тебя палачом. Вегетарианство не делает тебя святым. Ты можешь питаться одним салатом, пить родниковую воду и считать себя чистым, а потом злиться на соседа, осуждать родных, ненавидеть политиков,
и при этом свято верить, что твое веганство делает тебя духовным. Но вот правда. Просветление не зависит от того, что лежит у нас в тарелке. Оно зависит от того, что творится у нас в голове. Послушай замечательную притчу. Как-то раз к старому дзенскому мастеру пришли два ученика. Первый гордо заявил: «Я следую строгой аскезе. Не ем мясо, не пью вина, сплю на досках. Скоро достигну просветления». Второй смущенно признался: «Учитель, я ем, что дают. Иногда рыбу, иногда овощи. Не всегда получается соблюдать чистоту». Мастер взглянул на них и сказал: «Хорошо, а теперь ответьте. Когда вы вчера ругали повара за пересоленный суп, вы ели мясо или овощи?» Оба потупили взгляд. «Не важно, что вы кладете в рот. Важно, что вы выпускаете из него. Вы можете есть траву и копить злобу, или есть мясо и излучать любовь». Будда стал просветленным не потому, что отказался от мяса и вел аскетический образ жизни. Он стал им, потому что отказался от иллюзий. Ты можешь хоть камни грызть, но если твой ум полон гнева, зависти и осуждения, какая разница, веган ты или нет? Настоящая чистота не в желудке. Все в твоей голове. Истинная чистота не в отказе от убийства, а в благодарности за жертву, в осознании, что ты – часть цикла. Грех не в том, что ты съел, а в том, что ты назвал это чистым, чтобы не чувствовать вины. Самообман – вот подлинная скверна. Все, что ты можешь, это принять жертву и не обманывать себя. Просто знать, что живешь за чей-то счет, и благодарить мир за то, что он нас кормит, как делали древние охотники и земледельцы. Не кланяться морковке и не слагать оду салату, а просто помнить. Ты в этом мире не над, а внутри. Ты тоже станешь землей. Тебя тоже съедят, пусть не люди, так черви. Ты не особенный. Ты временный. Не строй культ иллюзии. Не крась себя в белое, если стоишь на прахе. Благодари. И ешь с открытыми глазами. Не ищи кошерности там, где все цикл. Не строй себе вымышленный храм чистоты, если основание его – труп. Нет в мире ничего по-настоящему чистого, ничего по-настоящему кошерного, халяльного, веганского, этичного. Нет пищи без крови, нет глотка без жертвы. Есть лишь круг, в котором один ест другого, с благодарностью или без. Ты участвуешь в этом круге. Мы все временные гости в этом бесконечном цикле. Сегодня ты ешь то, что когда-то бегало, цвело или ползало. А завтра ты сам станешь почвой для новых ростков. И в этом нет ни зла, ни святости. Просто так работает планета. Она не хорошая и не плохая. Она безразличный алхимик, превращающий смерть в жизнь. Я вижу правду такой, какая она есть. Без украшений, без иллюзий. Ибо только открытыми глазами можно понять этот мир. И только в честности перед ним начинается мудрость. И мудрость в том, что в этом же мире все уже освящено. Не нашими руками, не нашими ритуалами, а самим фактом бытия. Все от Господа. И все уже Ему принадлежит. И потому все уже свято. Плод, мясо, корень, глоток воды, дыхание, взгляд, тело, в которое ты вселяешься на время, и даже прах, в который ты однажды вернешься. Не нужно искать чистое. Нужно просто видеть, что есть. И жить не в иллюзии избранности, а в ясности принятия. Так что ешьте, что хотите. Но помните, можно питаться солнечным светом и оставаться во тьме. Или есть мясо и светиться изнутри. Выбирайте не еду. Выбирайте мысли. А в следующем ролике я расскажу, как практика голодания связана с озарениями и познанием себя. Поделюсь своим опытом голодания, который длился 45 дней. До встречи в следующих выпусках. И пусть живая осознанность сопровождает вас на каждом шагу, друзья мои.